Мы решили покататься на лыжах, но так, чтобы всем было интересно. Чтобы каждому из нас было чем заняться, мы отправились в уникальное место – в Тироль. Тироль – это одна из 9 федеральных земель Австрии. Северный Тироль и Восточный Тироль вместе составляют федеральную землю Тироль. Административный центр – город Инсбрук. Общая площадь Тироля всего 12 648 квадратных километров. Это как примерно 1/4 площади Московской области. При этом только 11% территории Тироля пригодны для постоянного проживания, так как в основном это горы, около 600 горных вершин высотой до 3000 метров. Так как многие долины очень узкие и добраться до них можно только автотранспортом, с логистической точки зрения Тироль не представляет особого интереса для крупных производственных компаний, в результате чего здесь их мало и, как следствие, производственных отходов тоже немного. Теперь представляете, какая здесь экология? Это же как погружение в спа-курорт. Живут здесь в основном за счет сельского хозяйства и туризма. Отели, семейные гостевые дома, апартаменты здесь повсюду. Но есть один момент. Как правило, бронируя зимние каникулы в этих местах, планируешь лыжный отдых, а получается так, что до последнего не знаешь, выпадет ли здесь снег. При этом, конечно же, все оплачено, и отменить бронь без потери денег просто невозможно. В наши дни добавляется и неопределенность с карантином и всяческими ограничениями. Забронируемые апартаменты буквально на 1 неделю раньше сюда бы мы вообще не попали, так как во всей Австрии был карантин. Нам повезло, но пришлось сделать ПЦР-тест, так как для поездки в Австрию недостаточно быть привитым или переболевшим. Пробежимся по апартаментам? Здесь, в принципе, все просто, лаконично, самое необходимое для семейного отдыха. Потрясающе. Порядок идеальный. Куда мы идем? Сейчас посмотрим, что еще есть. Мило, правда? Умеет же здесь все украсить. Кстати, не только в честь праздника. Вам нравится? Ну да, если в Италии на кухне можно найти машинку для приготовления домашней пасты, то здесь молоток для шницеля. Вы готовите на отдыхе? Миксер. Нам он пригодится для пудинга. Вообще здесь есть буквально все. Наверное, посуды даже больше, чем у нас дома. Из техники холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновка и стиралка. Мы даже обнаружили небольшую елочку. Вот сюда-то мы и будем складывать подарки. Очень уютно, правда? Ну что ж, нам повезло, снег есть, даже морозно, -12, надо пользоваться моментом. В 8 утра, и мы направляемся на один из лыжных курортов. Но сначала... Друзья, я поспорила с мужем, что в местном супермаркете можно найти натертый сыр. У нас, к сожалению, нет терки. И нам очень нужен тертый сыр. Так вот, значит, сейчас мы поспорили с мужем на 50 евро, смогу ли я найти в местном супермаркете натертый сыр и внимание, декор. Может быть, маленькие шоколадки или там еще какие-то украшения вот на тортики, на маффины, вот что-то вот такое. Сейчас проверим, смогу ли я это найти или нет.
я только что выиграла 50 евро. Я нашла натертый сыр. Та-да! И украшение, декор. Так что... Вообще, на территории Тироля 140 горнолыжных курортов, а общая протяженность всех трасс разной степени сложности от семейных до экстремальных почти 3636 километров. Это как примерно расстояние по воздуху от Москвы до Красноярска. Вы думаете, 140 курортов – это 140 подъемников? Неа. Горнолыжный курорт – это не один подъемник и спуск, а целый комплекс из сети подъемников, сервиса, где можно арендовать оборудование или подготовить к активному использованию свое, спортивных школ, где можно найти инструктора, который поможет вспомнить, как кататься на лыжах или сноуборде, или даже поставить на лыжи или тот же самый сноуборд. Кстати, я знаю многих, кто уже катается на лыжах, но все равно не стесняется взять на первые пару часов занятия с инструктором, чтобы все освежить. Здесь также есть и спортивные магазины, и, конечно же, множество ресторанов, где можно восстановить силы. Обратите внимание на знак. Здесь рекомендуется и иметь в автомобиле цепь для колес. В Тироле это такая же необходимая вещь для автомобилиста, как аптечка или светоотражающий жилет. В плохую погоду, снегопад или гололед без цепи здесь сложно передвигаться. Ну что ж, мы на территории одного из лучших горнолыжных курортов – Китсбюль. Вот эти звезды не просто так. Здесь действительно существует рейтинг курортов. Так как сегодня первый день для нас, то главная задача – найти детскую лыжную школу и организовать пробное занятие, чтобы понять, нравится ли детям, и, исходя из этого, планировать наш досуг на следующие дни. Что важно знать? Как правило, курсы начинаются в 10 утра, и надо закладывать примерно час на регистрацию и подборку оборудования. Детей берут на занятия обычно с 3 лет. Но, опять же, к каждому относится индивидуально. Если ребенок физически готов и жаждет научиться, то могут взять и в 2 года, и 8 месяцев, как это было в нашем случае. При регистрации обязательно спросят, какой язык понимает ребенок. He speaks Hungarian, German, English and Russian. All 4 of them. Amazing. Это связано с тем, что сюда приезжают из разных стран. Основные языки – это из того, что нам удалось услышать, все же немецкий, английский и, сейчас удивитесь, нидерландский. А все из-за того, что 90% инструкторов – это молодежь из Нидерландов, которые приезжают сюда работать на зимний сезон, то есть на 4 месяца. Но если ребенок не владеет этими 3 языками, то это легко решается. Как говорят сами ребята, они разговаривают на всех языках. Если прислушаться во время занятия, то можно услышать интернациональные словечки. Например, говоря ребенку «пицца», они учат его тормозить. То есть при спуске надо ногами образовывать как раз порцию пиццы. Надо понимать, здесь не готовят к Олимпийским играм. То есть атмосфера очень расслабленная. Если бронируешь час для ребенка, это означает по факту 2 часа, так как делают паузы, игры и так далее. Что делать взрослым все это время? Отдыхать. Просто наблюдать за детьми, сходить попить кофе или глюhwein, а можно прогуляться и по городу. И вот именно Китсбюль предлагает большое разнообразие магазинов, красивых лавочек и очень уютную атмосферу для прогулок. Из всех местных городков, в которых нам удалось побывать, Китсбюль абсолютный фаворит с этой точки зрения. Мы еще с вами сюда вернемся чуть позже. Запомните это место. Идем за детьми. Давид у нас сегодня целый день на лыжах, а Дани только час. Это его первый час на лыжах.
Если вашим детям, как и нашим, понравится кататься на лыжах, то будьте готовы и к сумасшедшему аппетиту. В небольших уютных ресторанах можно найти действительно домашнюю кухню. Вот я же говорю, было бы желание, а украсить можно и из подручных материалов. Китсбюль, конечно же, нам очень понравился, и дети остались довольны занятиями в Ротетойфель, что можно перевести как «красный черт». Но, зная наших детей, им скоро наскучит кататься по одному небольшому склону. Так что мы решили на следующий день доехать до нашего любимого Эльмау. Пока мы не выехали из апартаментов, хотите элегантно выбросить мусор? Сейчас покажу. Что у меня есть, я приготовила бумагу, пластиковые бутылки, одна стеклянная бутылка зеленого цвета, просто мусор и биомусор. Обратите внимание, биомусор здесь выбрасывают вот в таких быстро разлагающихся пакетах, то есть все предельно эстетично. Ну что, идем. Что у нас здесь есть? У нас есть бумага, алюминиум, пластиковые бутылки, обычный смешанный мусор, био и стекло. Ну что ж, вот это и есть Эльмау. И лыжная школа Sport Fuchs. Фукс на немецком означает лиса. И вот на этих просторах в основном и проходят занятия. То есть, как вы понимаете, есть где разбежаться. Принцип все тот же, и та же молодежь из Нидерландов. Кстати, не каждый может стать инструктором. Для этого необходимо хорошо кататься, плюс пройти специальные курсы по подготовке инструкторов и сдать экзамен. Из моих личных наблюдений здесь все расслаблены. Например, детей не кутают, и при минус 10 можно увидеть малышей без шапок, но со шлемом. Шлем обычный, уши не закрывает. Обычно перед занятием ребенку нужно положить в кармашек 10 евро на обед. Так вот, родители не расспрашивают в панике, чем будут кормить ребенка. А если есть какие-то ограничения, то в тот же кармашек положат и специальную карточку с указанием, на какие продукты есть аллергия, например. Обычно в Германии дети после 3 лет не спят днем. Наверное, в других европейских странах также. Если знаете, напишите. Поэтому никто из родителей не парился по поводу того, как же ребенок останется без дневного сна и будет с 10 до 16 часов кататься на лыжах. А еще знаете, какой плюс в Эльмау? Если вы хотите сами научить своего ребенка кататься на лыжах, то вот эти детские подъемники в вашем распоряжении. Кстати, знаете, как они называются? Я без понятия. Ими можно пользоваться хоть целый день, и они бесплатные. А еще здесь же есть возможность и покататься на санках.
Теперь смотрите, это карта лыжного курорта Skiveld. Сколько здесь подъемников? Затрудняюсь ответить, но смысл следующий. Приобретя скипас, то есть карточку на подъемник, вы сможете воспользоваться ею и вот здесь, и даже там. Единственное, в этом году действует правило 2G, то есть надо быть либо привитым, либо переболевшим и иметь при себе маску. Кстати, все эти правила действуют и во всех ресторанах и отелях. Мы начали кататься вот здесь, в Эльмау, уехали в Going, потом перебрались в Гондельбан. Кстати, на одном из спусков встретили и Давида, то есть детей инструкторы постепенно приучают и к взрослым трассам. Учат, как использовать бугель, как вести себя на подъемнике и на склонах. Так Давид за 4 дня не только вспомнил, как держаться на лыжах, но и покатался на зеленом склоне, то есть легком. И 2 дня уже катался по синему склону, то есть более сложному. Конечно, все в размеренном темпе, но все равно. То есть его подготовили для катания вместе с нами. Классно же! Кроме элементарных правил безопасности, которым здесь все следуют, то есть наличие шлемов, если закрыта по каким-либо причинам трасса, значит она закрыта, и лезть туда не надо. Ну и прочих, здесь очень следят за состоянием спуска. Специально подготавливают их с помощью машин, прибегают и к искусственному снегу, его здесь называют техническим снегом. В первую очередь, чтобы сделать катание как можно безопаснее. То есть склоны здесь действительно ухожены. Кроме того, на склонах и в горах находятся специальные спасатели, медработники, а также спасательные вертолеты. А еще очень хорошая культура катания. Например, пока мы поднимались наверх, ребенок не удержался за бугель, отцепился и съехал в сторону. Так вот, отъезжающие без преувеличения. Каждый приветствовал этого ребенка, спрашивал, все ли хорошо, подбадривал и говорил, что скоро к нему подъедет тренер. Точно такое же отношение и к взрослым. То есть понимаете, какая атмосфера. Вот что еще не сказала. Здесь очень продуманная инфраструктура. Рядом с подъемниками и на склонах есть рестораны, где можно отдохнуть. Также можно воспользоваться и специальными желтыми автобусами для лыжников и доехать до нужного места. Например, при желании мы могли бы вернуться с Going в Эльмау не на лыжах, а именно на автобусе. Классно? А теперь помните, я говорила, что мы еще вернемся в Kitzbühel. Сейчас вечер, и мы решили прогуляться по вечернему, сказочно оформленному, очень уютному Kitzbühel. Мы не стали делать ПЦР-тест, так что на рождественскую ярмарку не идем. Но, думаю, и просто прогулка по этим улочкам может вмиг погрузить в праздничную атмосферу. Кстати, во время наших путешествий мы выкладываем в Инстаграм фотографии, так что, если хотите узнавать первыми, о чем будут следующие видео, присоединяйтесь к нам в Инстаграм. А если вам понравилось и вы хотите и в дальнейшем видеть наши новые видео, подписывайтесь на канал, чтобы не искать нас на просторах всего YouTube, а просто заглянуть в раздел подписки. И не забудьте поставить лайк перед тем, как перейти к новому видео. Summer ended, but we did not. We started something, this thing that we got grew stronger. Each day we're together on the way, oh, we're